Первая половина XIII века на Русь обрушивается катастрофа. Монгольские завоеватели огнем и мечом проходятся по стране. Большинство княжеств разорены, а некоторые практически стерты с лица земли. На все это смотрят западные соседи Руси, которые, конечно, не готовы упускать такой удобный случай. И тоже хотят откусить себе кусок и решить старые споры. Надо сказать, что германские народы не были каким-то вечным врагом русского северо-запада. Бывало, с ними дрались, бывало, спокойно торговали и даже работали сообща. Но как раз в XIII веке на Балтике произошли значительные перемены. Орден меченосцев, хорошо знакомый сосед, присоединился к Тевтонскому ордену. Оба ордена по большей части состояли из этнических немцев. Тевтонцев, только что пришедших с Ближнего Востока, в Ватикан отправил на помощь меченосцам, которые со своей задачей крестового похода против славян не справлялись. Поначалу русские князья рассчитывали сохранить прежний внешнеполитический расклад. И им, и крестоносцам одинаково мешали набеги литовцев. Тевтонский орден это признавал, но ослабевшая Русь выглядела слишком уж соблазнительной добычей. Особенно это касалось Пскова. Город потерпел серию крупных военных неудач, а в тылу у него оставались разоренные русские княжества. Логика у северных крестоносцев была понятная. Ударить побыстрее, пока русские не пришли в себя. Откусить как можно больше, а там посмотрим, как пойдет. В авангарде этой авантюры был епископ Дерпта по имени Герман Буксгевден. У епископа было формальное обоснование. Он состоял в союзе с русским князем Ярославом Владимировичем. У князя были претензии на Изборск, который епископ формально поддержал. В 1240 году Ярослав Владимирович явился реализовывать свои претензии во главе небольшой армии немцев из Дерпта при поддержке орденских частей. Псковское ополчение было разгромлено в сражении, немцы заняли сначала Изборск, а потом осадили и заставили капитулировать Псков. Казалось, что для крестоносцев все идет отлично. В Пскове посадили двоих наместников и начали обращать жителей в католицизм. Ну и собирать налоги, конечно. Псков был западным авангардом Новгородской республики. Все отлично понимали, куда крестоносцы двинутся дальше. Тем более, что они уже начали прощупывать новгородскую оборону. И то и дело совершали небольшие набеги. Кому идти за помощью, в Новгороде тоже понимали. Покровителем Новгорода мог стать только Владимирский князь Ярослав Всеволодович со своим могучим кланом. Ярослав давно был связан с Новгородом. Владимир он принял после своего брата, убитого монголами, и начал энергично восстанавливать разрушенный город. Новгородцев интересовал в первую очередь его сын, Александр Ярославич по прозвищу Невский. Александр княжил в Новгороде до конца 1240 года и успел разбить шведское войско на Неве, за что и получил прозвище. Вскоре у него испортились отношения с новгородской верхушкой, и, как это часто бывало в Новгороде, слишком популярного князя попросили на выход. Теперь об этом решении многие пожалели. Крестоносцы разоряли села новгородской земли и проникали все глубже. Отряды рыцарей уже подходили к самому Новгороду на 30-40 километров. Под Псковом крестоносцы обустраивались. Завоеванные земли уже начали раздавать рыцарям в наследственное владение. Но выяснилось, что радоваться и раздавать земли рановато. Новгородцы, несмотря на недавний конфликт с Александром Ярославичем, ценили его как военного лидера. Так что они не только попросили Ярослава о помощи, но и упрашивали его прислать именно Александра, а не кого-нибудь другого из многочисленных сыновей. Весной 1241 года Александр Невский приехал в Новгород и практически сразу организовал нападение на Копорье, крепость, которую рыцари начали строить у новгородских границ. Крепость была недостроенной, поэтому долго сопротивляться не смогла. Александр атаковал энергично и, судя по всему, не дал времени немцам ни подготовиться к обороне, ни даже отступить. В Новгород отправили целую толпу пленных, а Александр начал подготовку к новому удару. Дальше по плану надо было отвоевать Псков. Гораздо более масштабная задача. Невский получил помощь от отца, который прислал крупный суздальский отряд во главе с младшим братом Александра Андреем. Удар снова был быстрым и сокрушительным. Крепость взяли, как это тогда называлось, изгоном, то есть без осады, внезапным броском. Немецкие наместники не смогли оказать никакого сопротивления и после короткого и не слишком кровавого боя сдались в плен. Крестоносцы получили неожиданный щелчок
по лбу. Менее чем за год все их приобретения оказались потеряны. Но Александру этого было мало. В освобожденном Пскове он сформировал свежие отряды и, усилив ими армию, двинулся на Чудскую землю, то есть в сторону современной Эстонии. Войну таким образом перенесли на территорию врага. Александр начал разорять земли дербцкого епископа. Замысел состоял в том, чтобы вытащить рыцарей из укрепленных замков и спровоцировать на сражение в поле. И план этот удался. Правда, сначала дербцкий епископ запросил помощи у ордена и получил ее. Кроме того, к походу подключили местное эстонское ополчение. В первой стычке немцы добились успеха, разбили небольшой передовой отряд. Но зато основная армия Александра вовремя поняла, что противник близко. Так что, когда 5 апреля 1242 года две армии сошлись, русские были к этому готовы. Точное место сражения, которое сейчас известно как Ледовое побоище, это вообще отдельная история. Историки спорили об этом долго. В качестве доводов приводили ориентиры, местные легенды, общую логику битвы и маневров, археологические находки. Финальная точка в этих спорах до сих пор не поставлена и, возможно, никогда не будет поставлена. Но кое-что сказать можно. Битва происходила где-то в районе Чудского озера, здесь сомнений нет. Проблема в том, что озеро само по себе гигантское, примерно 70 на 35 километров. Плюс оно сообщается с соседним Псковским через еще одно озеро, Теплое. Вот как раз к Теплому озеру, чуть южнее Чудского, современные ученые и относят место битвы. По поводу точной локализации тоже есть споры. Одни говорят, что сражались у мыса Сиговец, другие, что на узком участке напротив эстонской деревни Мехикарма. В любом случае, сражение, скорее всего, состоялось где-то на восточном берегу Теплого. К тому моменту лед на реках и озерах был еще довольно прочным. Зимой ровный речной лед превращается в естественную дорогу, чем в те времена охотно пользовались. Так что в том, что обе стороны маневрировали на льду, нет ничего необычного. Заманивать крестоносцев на лед специально не потребовалось. Где же еще было сражаться? Ну не в лесу же. Вероятно, по льду русские и пришли на поле боя. И тут же на льду расположились, по крайней мере, расположили часть войска. Риск провалиться был умеренным, а если не подходить к полынье, то вообще нулевым. В так называемой Ливонской рифмованной хронике, одном из основных источников сведений о битве, вообще упоминается, что убитые падали на траву. Но это стандартное образное выражение тех лет, примерно как сейчас бы сказали «склеить ласты». Но речь же, конечно, не идет о водолазе, как вы понимаете. В школьных учебниках и популярных книгах обычно пишут про построение рыцарей свиньей. Свинья в данном случае — это просто огромный клин. Впереди на острие лучшие рыцари на лучших лошадях. За ними бойцы, вооруженные полегче. Это простой и очень эффективный способ атаки. Плотная масса бронированных всадников на крупных конях врага просто затаптывала. Однако Александр Невский все это хорошо знал. В центре, куда должен был обрушиться основной удар, он выставил относительно слабую пехоту. За ней многочисленных лучников. Фланги усилил, а лучшие войска, свой личный резерв, держал в запасе. Как он и предполагал, битва началась с сокрушительной кавалерийской атаки ордена. Рыцарский клин, идущий стремя в стремя, ударил по русской пехоте. Остановить этот накат было нереально. Пехота как-то отбила первый удар, но со второй попытки ее просто разметали. А вот дальше свинья увязла и уткнулась в берег. Восточный берег озера представлял собой склон с сугробами из мокрого снега и ледяных обломков. Чтобы продолжать бой, рыцарям надо было перестроиться. Но времени на это у них уже не было. Невский бросил в бой резерв – Суздальскую тяжелую кавалерию. По качеству снаряжения русские дружинники, в общем-то, были теми же рыцарями. И таранный удар у них был ничуть не хуже. Спрятать их до нужного момента на поросшем лесом берегу озера тоже не составило труда. И в тот момент, когда немецкая конница потеряла разбег и строй, с фланга в нее влетел русский ударный отряд. Одновременно новгородцы и псковичи атаковали более слабые фланги, где стояли эстонские ополченцы и солдаты дербцкого епископа. И те, и другие сломались и побежали. Отряд рыцарей-крестоносцев в центре оказался в клещах. Кто-то был убит, кто-то бежал по льду. Каноническая сцена с рыцарями, которые красиво проваливаются под лед в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», это, конечно же, выдумка. Кто-то мог утонуть в тот день таким образом во время бегства, но это были единичные случаи. Но сам сюжет реальный. Он взят из другой битвы, которая произошла за несколько лет до того и упомянута в летописи. Победа и без этого была яркая. Русские 7 километров гнали противника по льду и по берегам. В самом худшем положении оказалась
оставалась так называемая «чуть» — эстонская пехота. Потери противника русские оценивают примерно в 400 убитых и 50 пленных немцев. Эстонцев посчитать никто не удосужился, ни та, ни другая сторона. Про немцев ливонская рифмованная хроника сообщает, что погибло 20 братьев-рыцарей и 6 попало в плен. Противоречия здесь нет. Ливонцы пишут только о рыцарях, а не обо всех немцах, причем считают только рыцарей своего ордена. А рыцарь в данном случае не просто человек в доспехах на коне, а феодал, имеющий титул, богатый человек, землевладелец. Русские же летописцы посчитали всех, включая незнатных. В любом случае сражение было более масштабным, чем может показаться по этим цифрам. Это был 13 век. 1000 человек считалось огромной армией. Так что гибель нескольких сотен немцев серьезно изменила баланс сил в Прибалтике. Перебив на льду основные силы противника, Александр Ярославич отправился в Псков. Город, еще недавно дрожавший перед мощью ордена, встретил победоносное войско, в рядах которого шел и его собственный Псковский полк. Ну а крестоносцы присутствовали в виде пленных. Псков укрепился в орбите влияния Новгорода и быстро восстанавливался после войны. А Невский повел переговоры о мире. Речь все-таки не шла о смертельном противостоянии. И русский князь, и немецкий епископ, и лидеры ордена понимали, что любая война заканчивается миром. В итоге крестоносцы отказались от претензий к русским и согласились на восстановление старой границы. Для обеих сторон такой исход выглядел разумно и приемлемо. Русские обезопасили свои европейские окраины, крестоносцы избежали новых больших приключений, а ходить в походы им и без Пскова было куда, шли жестокие войны с прибалтийскими язычниками. Влезать в войну с Невским, тем более в войну на истощение, немцы не хотели. Александр Ярославич продолжал сложную политическую и военную игру. Он сумел договориться с монголами и сосредоточить верховную власть на Руси в своих руках. Он был опытным и хитрым правителем и хорошо понимал, где надо стоять до последнего, а где лучше договариваться и уступать. Александру предстояло еще 2 десятилетия после Ледового побоища действовать на арене русской политики, балансируя между интересами русских княжеств, Ордой и западными соседями. Мир с орденом продлился, увы, недолго. Уже десятилетия спустя в пограничье опять стало жарко. Однако Руси удалось избежать главной, самой страшной угрозы. Русские княжества к тому времени укрепились, и соседям больше не казалось, что разоренную страну можно легко растащить на части. Ливонская рифмованная хроника в этом плане вполне откровенна. Она сообщает, что если кто покорил хорошие земли, то должен уметь защитить их, чтобы потом не проливать слез. Освященные веками исторические права чего-то стоят только тогда, когда за ними стоит вооруженная сила.